Сегодня буду пересаживать орхидею с неприятной особенностью. Друзья, всем привет! В этом видео предлагаю вам вместе со мной сделать пересадочку вот этой вот орхидеи. Одну из двух орхидей, которую ровно месяц назад мы вместе с вами за 500 рублей купили в Леруа Мерлене города Новороссийска. Вот такая вот красотка, друзья, с роскошными на сегодняшний день корнями. За месяц нахождения у нас она заметно ожила. Это, друзья, орхидеечка, вот такая вот красотка Big Lip. Вторая, кстати, орхидея на заднем плане стоит. Вот она, это Виктория. Ждет розыгрыша, в котором кому-то из вас эта орхидея достанется в очередном ежемесячном розыгрыше. Каждую последнюю субботу месяца мы проводим на нашем канале, и 1,5 десятка орхидей из нашей коллекции, с нашего канала отправляются в новые домики подписчиков и зрителей нашего канала. Все подробности, друзья, в описании под этим видео. Ну, а мы давайте вместе с вами достанем из магазинного горшочка вот этот вот биглипчик обалденный. Ну что, начнем доставать наш с вами биглипчик. Вот такой вот он, похожий чем-то, знаете, на стандартную орхидею Мелодия. Я название именно этого биглипчика не знаю, не идентифицировал его. Он как тестовый проходит. И вот он чем-то похож на орхидею Мелодию. Так, ну давайте перейдем от слов к делу. Вот такой вот красавчик. Явно он у нас уже адаптировался, несмотря на то, что он некоторое время был прям в жаре, на юге в жаре. Плюс еще перенес со мной дорогу в машине, 14-часовую нелегкую дорогу. И какая же его неприятная особенность. Те, кто помнит эту орхидею распаковку, те уже, скорее всего, вспомнили и знают, о чем речь. А это то, что у этого биглипа, друзья, вот такая вот беда. Это цветонос из точки роста. Посмотрите. То есть больше эта орхидея не будет расти. У нее не будут расти новые листья. Вот сколько они сейчас, этот биглип имеет листьев, вот столько и у него останется. И единственное, что стоит ожидать от этого биглипа, это то, что этот биглип рано или поздно выдаст детку. Почему я его купил? Потому что у него очень хорошие сочные листья, обладающие хорошим потенциалом для того, чтобы эта орхидея выдала как минимум одну детку. По примеру другого нашего с вами биглипчика, это вот у нас есть венецианский карнавал, вот такой вот биглип, который появился у нас на канале, наверное, года, наверное, 2,5 назад, и который выдал тоже вот такой вот, видите, цветонос из точки роста. И эта орхидея 1,5 года, даже больше, цвела длинным, метра, наверное, 1,5, ну, 1,20 м. Мы с вами мерили цветонос этого биглипа. Он 1,5 года цвел и ни туда, и ни сюда. Цвел, постоянно доращивал, и я уже потерял надежду, честно сказать,
купил другой венецианский карнавал. И как только я купил новый цветущий венецианский карнавал, этот выдал, друзья, детку. Вот она, деточка. Видите, вот такая вот вылазит здесь. Прекрасная детка. Вот они, два листика у этого венецианского карнавала. У него полезли у этой детки новые корешки. Так, листик один у нас отсох. Вот он от детки корешок. И вот он от детки корешок. То есть венецианский карнавал продолжился вот в этой вот детке. Хотя, честно сказать, я уже в какой-то момент стал переживать и поэтому купил новый венецианский биглипчик, да, и вот этот услышал, увидел и быстренько решил меня порадовать. Собственно говоря, такая же история ожидает и этот биглип, который я сейчас назову «Мелодия». Пока что так назову его для себя, биглип «Мелодия», чтобы можно было его понимать и помнить, что это за биглип после того, как мы его пересадим. Ну что, давайте его доставать и потрошить. Что у нас там внутри? Так, для начала я уберу вот эту вот палочку. Так, немножко хочу видео немножечко, чтобы... Так, не получается у меня немножко... Да что ж такое-то? Ладно, хотел, чтобы побольше на экране было видно, но я думаю, что и так, наверное, видно. Так, ну что, вытащим палочку. Скорее всего, давайте, знаете что, отрежем этот цветонос, он нам не нужен. В первом случае орхидеи вот этой вот, она не выдавала детку, я думаю, потому что она продолжала цвести, 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 цвести. И как только цветонос закончил свое цветение, орхидея выдала на самом деле вот эту деточку. Поэтому, чтобы быстрее выдал наш этот пересаживаемый биглип, я срежу ему цветонос, не оставлю ему шанса продолжать цвести, потому что не факт, что он из вот этих вот почек выдаст детку. Он может выдавать еще отростки цветоносов и цвести до бесконечности. И пока может цвести, он может иссячь энергией и силами, то есть могут листья истощиться, потому что новые уже не будут наращиваться. Корневая система то же самое, поэтому ускорим процесс путем обрезания цветоноса. Он нам не нужен. Еще раз посмотрим на этого красавчика. Вот так вот сделаю я фотографии этого цветения этого биглипа в фонотеку, орхидейную фонотеку, чтобы понимать и помнить, какого цветения был этот биглип. Так, ну что, еще разочек я попытаюсь камеру увеличить. Так, ну вот, вроде получилось. Вроде получилось. Так, ну что, достаем его. Смотрим. Все так, как я вижу. Сейчас съемки такие уже. Многие зрители оценили такой формат. Теперь вы видите то, что я вижу, а не с другой стороны камеры. Так, достаем. Пытаюсь вытащить. Здесь у нас немножко корни, наверное, вросли прям, да? Ну вот, чтобы нам не поломать ничего, я потихонечку вот так вот, вот такими движениями. Пошел. Опа, хорошо. Так. Значит, вот такая вот у нас история здесь. Грунт. У нас кора, друзья, мелкая кора. Примерно такая же, в какую кору и мы будем пересаживать. Но я сейчас все покажу. Во что и как мы будем пересаживать. Так, сперва убираю все. Эту орхидею я замачивал.
замачивал ее в биофунгициде. У нас пару дней назад было видео, где я применял вот этот вот биофунгицид. И, собственно говоря, я и применил его и на этой орхидее. Так что профилактику мы сделали. Еще ранее до этого я после покупки этой орхидеи обрабатывал ее аберонрапидом от насекомых вредителей. Так, ну вот так вот все. Я убираю. Так, теперь срежем корни. Ну, вот такие вот сухие нам не нужны. Да и, собственно говоря, вот этот весь корень, он нам тоже как бы не нужен, я его срежу. Вот эти сухие сухари тоже я срезаю. Вот он, прямо от основания. Вот этот тоже. Так, здесь, конечно, можно увеличить вот так вот, да? Вот, хорошо. Теперь видно лист. Лист у нас был сломан. Ну, все равно мы его снимем сейчас. Вот так вот. Оп. Вот так. Так, вот такие вот. Мне иногда пишут в комментариях, мол, слишком там много корней обрезаю здоровых. Друзья, может быть, на камеру не видно, но вот это вот нездоровый корень, он пустой. Видите, я здоровые корни не обрезаю. Бывает иногда, знаете, форс-мажор, когда там корень просто может оторваться. Вот. Очень редко такое бывает, что я где-то что-то там лишнее отрежу. Но если и отрежу, то это, друзья, никоим образом негативно не сказывается на орхидее. Так что не переживайте. При съемках и пересадках орхидей ни одна орхидея, как вы знаете, пишут, знаете, иногда в фильмах, не пострадала. Да, вот, смотрите, как хорошо. Вроде бы все. Так, с другой стороны листик вот этот тоже мы сейчас уберем. Так, все. Смотрим, что у нас здесь с корнями. Вот здесь тоже, я не знаю, вам видно будет. Ну вот тоже вот этот корень, он нам не нужен. И сейчас вот этот листик еще удалю, он тоже не нужен. Так, вот здесь вот видите тоже, вроде бы корень хороший, да, но та часть, которая была сверху, она, видите, веломен погиб. И вот так вот остается. Но вот эта часть, друзья, она продолжает жить, работать и впитывать влагу. Знаете, в том случае, если бы у орхидеи было мало корней, я бы, конечно, оставил вот такой корень. Но в случае с нашей орхидеей, у нас тут корней достаточно, я этот корень удалю. Он нам, как собаки, пятая нога. И вот этот корень тоже удалю, видите? Вот. Все вот эти порченные корешки я удаляю. У орхидей достаточно корней хороших. Вот. Там, где сделал срез по-живому, я беру перекись водорода. И перекисью водорода капаю на эти места. Вот, видите, пенка пошла. Значит, перекись работает. Кстати, можно ее и сюда в пазуху тоже капнуть. Лишним не будет. И теперь удалю вот этот листик. Смотрите, у нас, кстати, цветонос лезет, да? Я думаю, что это не цветонос. Это уже детка лезет. Смотрите, какая прелесть. Посмотрите внимательно. Это детка. Вот это сюрприз. Вот это сюрприз. Давайте отстегнем листик. Вот этот он нам не нужен. Вот он. Такая вот здесь красота. Все. Корень у нас даже, смотрите, раскукливается. Вот что значит месяц в нашей волшебной комнате. В нашей орхидейной комнате. Так, ну все. Убираем. Вот, выбираем. Так, в какой горшок и в какой грунт буду сажать? Ну, для начала давайте
о грунтах. Значит, основной компонент это, друзья, вот такая вот кора. Самая обычная кора сосны средней фракции. Ну, я бы даже сказал, наверное, все-таки больше она такая фракция к мелкой относится. Вот, посмотрите. Вот такая вот пахнет сосновой смолой. У меня этой коры, вот именно этой коры совсем чуть-чуть осталось, и я ее решил использовать именно вот для этого биглипа. Вот, в эту кору мы с вами и пересадим эту орхидею. Сейчас наложу столько, сколько мне надо. Ну, вот так вот, допустим. Вот она, хорошая кора. И в качестве вспомогательного ингредиента мы возьмем мох сфагнум. Самый обычный мох сфагнум. Наш отечественный. Покупал у одного из продавцов в ВКонтакте. Вот такой вот. Он уже у меня, наверное, ну, больше года точно. Наверное, года полтора он у меня в этой емкости лежит. И ничего с ним не происходит. Да, Масямба? Вот, я думаю, что вот столько мне хватит для того, чтобы использовать в нашу сегодняшнюю пересадку. Вот, друзья, вот такой мох сфагнум, он пойдет на фитиль. Да, орхидея у нас будет посажена по нашему классическому способу с использованием естественного фитиля для полива орхидеи, долгоиграющего полива орхидеи и легкого ухода. Так, ну а горшки. Горшки, друзья, у нас будут... Сейчас посмотрим. У меня есть два горшка варианта. Один стандартный, такого же размера, в котором орхидея была посажена, но она маловата по размеру. Поэтому, наверное, скорее всего, я возьму чуть больше размером горшок. С учетом, что у нас будет расти, где она, деточка, да, вот она, у нее появятся тоже свои корни, и плюс орхидеечку мы посадим немножко, наверное, вот так вот пониже, да, в самом горшке, вот так вот, с моховым фитилем, поэтому, конечно, горшочек возьмем под стать самой орхидеи, немножечко побольше. Так, ну что, давайте начнем. Пожалуй. Так, для начала уложим фитиль. Вот этот вот. Так, это много, наверное. Я возьму часть. Вот так вот. Вот. Вот этого будет достаточно. Сейчас мы с вами его в такой упругий сделаем жгутик. Вот так вот. Хотя, вы знаете, можно и весь использовать. Да, мы весь используем. Вот так вот скручу его. Смотрите. Вот. Чем плотнее у нас... чем плотнее этот фитиль скручен, вот так вот, уплотнен, тем он лучше проводит воду. Да, тем он выше поднимает воду. Так, ну вот так вот я его укладываю. Опа, такой колбаской, вот, с сарделечкой, вот в эту ложбинку. Опа, вот так вот, плотненько прям. Вот, и теперь на дно мы немножко насыпаем вот этой коры. Она вот такая у нас, видите, средняя. Вот, чуть-чуть. И теперь помещаем сюда орхидею, саму орхидею, аккуратненько. Так. В принципе, расстояние, вот здесь вот и объем, примерно соответствует, с учетом того, что мы заняли пространство фитилем, примерно вот как бы тот же самый объем старого горшка, в котором она у нас сидела.
Так, ну вот теперь корешки вправляем сюда. Они у нас эластичные. Так, где у нас детка, с какой стороны? Вот она. Так, вот так вот. Вот. Все. Вот так у нас это будет выглядеть. Ну, теперь присыпаем корой. Сперва я с этой стороны, с той стороны противоположной, точнее, с той стороны, в которую она заваливается. То есть, видите, она как-то орхидея плоская такая. Вот, плоская. И вот, чтобы она сейчас уперлась, я с этой стороны, в которую она заваливается, я грунт насыпаю. Вот так вот. Вот, чтобы она уперлась основанием. Вон она у нас, детка. Вот она. Детку не закапываем. Аккуратненько, чтобы не повредить ее. Так. Так, ну, кстати, можем в итоге использовать... в итоге можем использовать еще палочку для того, чтобы поддерживала эту орхидею. Так, грунт у нас закончился. Так. Вот так у нас это все выглядит. Опа. Сверху я насыпаю тоже кору, чтобы этот фитиль у нас не зацветал. Вот так вот. Мелкая кора, конечно, неудобна тем, что она в большом горшке, как сказать, слишком такая получается, она воздушная, что орхидею нужно желательно зафиксировать. Так, вот она, наша деточка. Вот она. Но тем не менее, все у нас вроде уплотнилось. Для уплотнения можно немножко кору, этот фитиль немножко как бы так прижать, знаете, немножко, чтобы он корни как бы сплотил там внизу. Все, смотрите, какая прелесть получается. Вот, орхидея у нас усаживается хорошо. Вот, корешки немножко здесь тоже вот эти я прикрою. Вот этот вот. Хоп-хоп. Здесь у нас новенькие растут. Вот они. Вот на этом корешке. На старом, видите, раскукливаются новенькие. Я их немного вот так вот корой. Все. Вот такая, друзья, получилась пересадочка. Я сейчас найду какую-то бирку, какую-то бирочку, для того, чтобы написать, что это у нас биглип. Мелодия, да? Мы ее так назовем. Биглип мелодия. Вот. Биглип мелодия. Вот так. И 15 сегодня у нас число. Я хочу на обратной стороне написать дату, что у нас, когда мы сделали эту пересадку. 15 09/22 года. Ну, хотя, конечно, у нас и видео есть на канале. Вот. Биглип мелодия. Вставляю сюда. Все, друзья. Вот такая вот получилась у нас сегодня пересадочка.
Будем ждать появления, точнее уже даже не появления, а роста вот этой вот деточки. Такая приятная неожиданность, которая порадовала в процессе пересадки. Всем, друзья, хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео.